Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и смотрите, кто в руки мне попал. Воин-орк. Не мой профиль, не мой аккаунт, но обзорчик мы сейчас с вами обязательно сделаем, и будет интересно, я думаю, потому что герой новый, вышел он, вот прям, вот только-только вышел, еще прям вот на момент создания обзора прошло всего 7 часов, а он уже у нас с вами есть, уже 120 уровень, и 3 звезды у него есть, в общем, все как надо. И также хочу вас пригласить в группу, в которой можно будет найти актуальные тир-листы, полезные таблицы, мини-гайды, адекватная, дружеская, теплая, благоприятная атмосфера. Кому интересно, пишите мне в личные сообщения, там, если что, найдете, в общем, меня. Итак, погнали, давайте смотреть, что у нас здесь. Здесь у нас ничего интересного, да, все, базовые характеристики пропускаем, переходим сразу в правую сторону. По глобальным усилениям у нас идет прибавка к урону по физическим повреждениям, плюс 12,5% к урону, стандартное усиление. Также у нас все ребята из раздела фракции воинов получают вот такое вот прям, ну, неплохое усиление в виде прибавки 5% к области эффектов. И в целом уже не раз во многих обзорах, там, руководствах я вам говорил о том, что это по факту камень на постоянной основе, который будет у вас присутствовать всегда. То есть, если вы это глобальное усиление открыли, все, оно с вами остается. Но оно такое, ну, не глобальное, оно региональное, скажем так, да, то есть оно только на определенную фракцию распространяется, но и это тоже хорошо, потому что из этой фракции очень много за кого мы с вами играем. Дальше. Здесь у нас все убийства заполняют шкалу. Как только она заполнится, воин-орк обрушивает на всех во все стороны шквал шипастых голов, каждый из которых наносит 250% урона при попадании. И бонус просто невероятный, жирное глобальное усиление. Все герои получают у нас плюс 1 снаряд. Класс, класс. Однозначно этот герой у нас с вами будет где-то наверху, либо в хорошо, либо в отлично. Ну, я так думаю, точно не в средне, потому что большинство из игроков, из вас, большинство понимает, что тир-лист, он составлен не только из личных предпочтений, комфорта игры там и так далее, а еще и из полезности, которая отталкивается от глобальных усилений героев. То есть взять того же, например, там Син 1.1, он сам по себе мало где используется, но вот это редкое глобальное усиление в его кузнице в 1.1, из-за этого он у нас вот так вот высоко с вами и находится. Ну и не только поэтому, там есть еще у него пару причин, по которым он там. Так, ну и что у нас еще? На 140 уровне, вот тут уже не глобальное, не региональное, тут уже локальное, да, усиление у нас с вами будет плюс 3 снаряда. Недавно один игрок обращался ко мне и говорил, почему вот это вот, почему 140 уровень это плохо, почему не стоит всех прокачивать. Вот он думал, что 140 уровень у нас распространяется на всех героев. Ну, тут как бы пришлось чуть-чуть открыть глаза и сказать, что нет, друг, если мы с тобой откроем толковый словарь, который также, кстати, присутствует у нас в нашей секретной, замечательной закрытой группе, то там можно будет увидеть, что глобальное усиление – это усиление, которое распространяется на героев, на весь аккаунт. Его можно получить либо в кузнице на 3-м уровне, либо вот у нас 50, 70, 120 и 160 уровень. Все. Вот это вот к этому не относится. То есть это будет работать только вот на вот этого вот Шрека злого. Дальше. Что у нас по скиллам? Давайте смотреть здесь. Здесь уже что-то прокачано. И давайте читать и вникать. Каждые 3 секунды удар булавы прилипает к земле на 4 секунды. Противники, коснувшиеся булавы, не знаю, как правильно, если что, там поправьте, начинают истекать, сами видите чем, и получают 770% урона. Не буду говорить это слово, потому что, ну, сами понимаете, по каким причинам, там,
не все платформы позволяют это делать, и есть вероятность того, что вы останетесь просто без обзора, если я это озвучу. Ну, выкручиваемся как можем. Тут у нас прокачано ровно наполовину, до серединки дошли. Здесь у нас 120, 390, и вот на текущий момент 770% урона. Ну, как бы скилл ориентирован на увеличение урона, тут в целом каких-то там не вижу, да, прям серьезных влияний, кроме как вот это истечение, да, ранение там и так далее. Вот. Поэтому в целом это повышает наш с вами урон. У нас с вами будут работать другие глобальные усиления, будет работать этот урон, и это хорошо. То есть урон, урон, урон. Пока ставим плюсики вот за то, что герой у нас не защитный такой, не терпило, да, а он прям вот я готов там разносить все вокруг. Дальше. Колючие качели. Каждые 6 секунд воин-орк быстро вращает цепь вокруг себя, нанося 1230% урона при ударе. И было 190, стало 1230, и ну, как бы, ну, неплохо. Здорово, можно еще выше поднять, но не знаю, будем ли. Далее, ульта, шторм цепей. Все у нас получается, вот всех, кого мы положили, все это заполняет шкалу. Как только она заполняется, воин-орк обрушивает на всех, во все стороны шквал шипастых голов, каждый из которых у нас наносит 250% урона при попадании. Ну, очевидно становится, что будет какой-то хаос, будет какая-то неразбериха. Опять же, мы с вами будем смотреть и сравнивать, и какие-то ассоциации проводить, но пока вот так. Пока все просто вот на уровне текста, на уровне какой-то небольшой такой теории, и пока ничего не понятно, хочется нам вот потрогать, пощупать и посмотреть. Уровень. Переходим сюда. Открываем оркский цепь. Цепь. Хочется сказать цепь, но это цепь. Так, открываем. А тут у нас бабах, и есть Эва. Мультизвезда. 1 удар, 3 головы. Очень плохие дни для Орды. Ну, вот так вот решили разработчики нас повеселить вот таким вот описанием. И как бы это, в принципе, для нас ни о чем не говорит. Можно, конечно, нажать на вот это вот увеличительное стекло и посмотреть, но мы сейчас сами все увидим. Так, Эва у нас с вами работает от книги урона. Еще один плюсик ему с вами добавляем. Заходим в кузницу и смотрим, что у нас здесь. Заострявшая звезда. Кратеры от удара о землю сохраняются на 2 секунды дольше, либо вместо того, чтобы вызвать сами знаете что у врагов, удар по земле теперь имеет шанс 10% заморозить врагов. Так, ну и что здесь? Либо левый, либо право. То есть с правой стороны, если мы эту сторону с вами выберем, то она у нас такая более как защитная сборка получается. Но мы с вами отказываемся от повышенного урона, от сами знаете чего. Немножко странно все это, конечно, звучит, что я вот это вот сами знаете что говорю. Но приходится выкручиваться, прошу простить и понять. То есть тут как бы такова ситуация современных реалий. Либо мы просто с вами увеличиваем, ну, как бы повышаем длительность нахождения вот этих кратеров. Я пока, честно говоря, даже не понимаю, о чем идет речь. Это обзор, первое впечатление, ну и пусть оно будет сразу и про Эва, ну и да ладно, что с этим поделать. Здесь уменьшить время восстановления, это, скорее всего, речь идет о, ну, скилл, да, вот этот второй скилл, Спайки Свинг, это, скорее всего, вот эта речь. Об этом, колючие качели. То есть, либо мы с вами сокращаем... Где тут у нас? Либо мы с вами сокращаем время восстановления на 25%, либо увеличиваем урон от колючего удара на 300%. Так, а давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Либо второй скилл на 25% сократить, либо увеличить урон от колючего удара на 30%, на 300%. Колючий удар. Удар о землю, шторм, колючие качели. Что такое колючий удар? Ну вот не люблю вот такие моменты, пока не понимаю, что это и где это. Ну и как бы
давайте разбираться, давайте смотреть. По ходу дела, я думаю, нам с вами станет все понятно, но вот, по крайней мере, в описании скиллов, ну, наверное, это речь идет об этом. То есть, если здесь мы его увеличиваем с вами на 300%, а здесь сократим на 25%. Ну, у нас получается что? 6 секунд. 25% это четверть. То есть, если 3 секунды это будет половина, то, соответственно, на 1,5 секунды. Ну, как будто бы да, как будто бы лучше поставить вот сюда и оставить вот так, как есть. Так, не туда нажал. Давайте сюда вернемся. Так, ну да, здесь все так и остановлено, и установлено. Ну, тут кому-то полезно, кому-то нет. Здесь большинству игроков рано или поздно станет показатель перезарядки бесполезным, потому что перезарядка будет уже собрана со всего и вся. Ну, ладно, 2%, так 2%, то же самое. Камешек этот, псевдокамень, будет постоянно с нами во всех наших с вами сборках, и, соответственно, нам от этого ни горячо, ни холодно, но хуже нам точно от этого не стало. Вот так вот. Запишите это как есть. Итак, 1 удар, 3 головы. Очень плохие дни для Орды. Ой. Ну, такое себе описание. Вот, ну, не нравится мне вот эта вот непонятность. Вот. Давайте дальше. Все, проехали. Колючий шторм. Увеличьте количество волн атаки шторм цепов на 4, либо вместо этого направляем все атаки шторма на текущую цель. То есть, либо мы с вами делаем разброс по всей карте, да, либо идет у нас концентрация на текущую цель. Ну и как будто бы есть какой-то такой тоненький намек на то, чтобы попробовать побить, пойти босса. Не знаю, насколько это будет эффективно, будет ли это вообще работать. Это в любом случае только тестировать. Это уже игрок, который предоставил мне вот этот вот аккаунт, это пусть он уже делает сам. Тут уже как бы не могу пойти сейчас в босса, потому что там все очень строго, все очень серьезно. Все билеты там раскуплены на босса и расписаны. Там уже понятно, где и за кого пойдут на босса и так далее. Поэтому просто мое предположение, что здесь босс, здесь все остальное. Все, что вот касается той местности, которая будет у нас насыщена мобами. Ладно, все, давайте, хватит болтать, подземелье мы с вами не пойдем. Пойдем мы с вами куда? Пойдем мы с вами кошмар по вертикалям постоим. Нам самое главное что? Нам самое главное взять книгу на урон. Здесь у нас будем обновлять, потому что нам... Почему книжки нам не падают? Вот что это такое? Почему? Почему? Что у нас будет менее такое заметное? Ну, давайте посох возьмем. Здесь обновим. Ну, давайте бур возьмем. Бур мне, кстати говоря, очень нравится. Здесь обновим. Давайте еще бур возьмем. Здесь обновим. Посох возьмем. Здесь обновим. Возьмем бур. Пока что... О, подождите, стоять. Не туда я пошел. Сейчас исправлюсь. Сейчас, ребята, сейчас. Извините, пожалуйста. Мой косяк, не то я сделал. Где он у нас? Вот он у нас, выбрать. Так, погнали. Вот так вот. Я не хотел. Так, здесь обновим и обновим. Что мы там брали? Мы брали вот это. Так, мы брали вот это. Ну, давайте попробуем сбить удвоение. Возьмем, посмотрим, может нам выпадет урон. Не выпал. Ну, перезарядку тут смысла нет брать. Ну, давайте... Ладно, возьмем вот это. Так, сразу настройка, видимость, чпык. Так, время. Обновляем. Берем.
Обновляем. Берем. Обновляем. Берем. Наоборот. Чик. Чтоб все поехало. Ага. То есть. Вот в первый раз, когда я его увидел, у меня сложилось такое впечатление, что вот, ну, как будто бы он прям очень сильно напоминает кого. Вот вам он никого не напоминает. Мне напоминает. Напоминает очень сильно... Давайте, ладно, броню возьмем. Ну, не для того, чтобы тут подстраховаться. Тут понятно, что он всех снесет. Просто для того, чтобы нам не мешали вот эти лишние палки, которые мы сейчас с вами будем брать. Мне он напоминает Сина. Потому что и Син вот эти сюрикены свои швыряет там до дурения бесконечно. Их много, они маленькие. И вот здесь примерно то же самое. Так, урон у нас есть. Давайте область возьмем. Посмотрим, что ли, как это все выглядит. Вот они у нас лежат. Вот здесь. И вот оно. Вот почему на Сина похож. Видите, то есть он прикольно. Необычно, на самом деле. Я хоть и второй раз за сегодня это все вижу, но все равно для меня это прям вот как будто бы такое прям вау, ну что-то необычное. Так, здесь давайте вот эту штуку поставим. Здесь, ну что поделать, придется брать бур. Быстренько все отлетают, это хорошо, никто дойти до нас не успевает, тут он еще пытается там сам что-то палкой своей машет, а основное оружие никак не выпадает, вы представляете, ну что за бардак? Я надеюсь, нам уровня хватит, либо я его пропускаю, что маловероятно, конечно, но вон у нас, смотрите, тут дротики полетели уже. Ой, быстро все очень происходит, и никак... Опа! Так, плюс 100% урон, плюс 1 снаряд, плюс 2 пробивающий урон. Пробивающий урон, это значит, что плюс 2 моба будет цеплять. Вот летит вот эта штуковина, да? Мне просто хочется ее почему-то булава назвать. Не знаю почему. Вот эти штучки вот летят, то есть они на 2 мобов больше будут проходить. Здесь у нас еще плюс 2 пробивающий урон. И еще плюс 1 снаряд. Их и так много. Нам тут решили еще один дать. И еще нам 100 урона тут накинули. Ну, прекрасно. Ну, как будто бы он у нас заточен на прохождение тех режимов, которые насыщены мобами. То есть, может быть, теоретически он у нас с вами подойдет в башне, например. В арене можно попробовать. Насчет кошмара не скажу. Наверное, нужно будет очень много урона. Обычные сложные главы пропускаю, там можно пройти любым. Босс под вопросом. Вот такое мое мнение. Надо попробовать его в башне. Вот прям интересно, получится или нет. Ну, надо. Так, давайте что? Давайте область прибавим. Ну, либо мне кажется, либо так и есть, как будто бы вот эти вот летающие штучки становятся побольше. Соответственно, вероятность зацепить противника становится выше. Итак, еще 100 урона и еще 1 снаряд. Но нам же мало, нам же их не хватает. Любитель снарядов у нас. То есть плюс снаряд, плюс снаряд, плюс снаряд. Ой, не знаю, вот этот хаос. Будет это лагать или не будет? Надеюсь, не будет. Так, здесь еще плюс 4 пробивающий урон. Еще сокращается перезарядка. И еще 100 урона нам дали. То есть вообще, где мобов много, там должно быть весело. Ну и что? Давайте теперь разбираться. 1 удар, 3 головы и очень плохие дни для Орды. Погнали. О. Ну как вот, как вообще назвать это? Ну-ка, у него автонаводка же стоит, да? Поворачивается к врагам. Слушайте, ну это, конечно, интересно на самом-то деле. Вот этот бесконечный урон. О, это что-то.
И плюс это нормальная скорость еще стоит. Тут если сейчас ускорение на максимум включить, тут, наверное, вообще... Тут экран, наверное, просто станет полностью. Ну-ка, давайте-ка. Ради интереса. Вот 1.2. Вот 1.5. 1.9 есть. Давайте скорость еще прибавим. Третья космическая. Глаза начинают уставать. Не знаю, как у вас, у меня маленько начинают уставать. Ну, конечно, если сделать вот так, то будет полегче видимость. Чпык. Ну да. И вот как раз-таки вот он этот момент, который напоминает мне Сина. Давайте, ладно, в авто его поставим. Пусть он тут уже сам свои дела доделывает. Ну и в целом, выводы какие? Давайте еще раз пробежимся, повторимся. Босс у нас с вами под вопросом. Надо будет пробовать, тестировать и смотреть, подойдет этот вариант нам или нет. В ПВП возможно, кстати, тоже, потому что очень много вот этого проникающего урона, он прям заточен под него. То есть есть вероятность, что там в этом режиме, в режиме ПВП, он будет чувствовать себя комфортно. Режим обычные сложные главы пропускаем, это однозначно да, это однозначно любой герой пройдет, поэтому проехали. Кошмар тоже под вопросом, потому что нету вот этих вот замедлений, оглушения, там еще чего-то, там заморозка. Ну, заморозка есть, но ее мало, и мы с вами жертвуем, сами знаете чем. Вот, поэтому, ну, такой себе вариант. Есть вариантики куда лучше для прохождения кошмара. Так, что еще мы с вами не обсудили? Башня. Башня, мне кажется, пойдет. Неплохой будет вариант. Ну, минус в том, то, что нет отхила, нет вот этой вот способности в том, чтобы восстанавливать здоровье. Вот в этом только минус, но попробовать стоит. Может быть, если у вас там нету астрального, там, оборотня, щита, кого там еще, орка, ну, может быть, ну, этот по факту это тоже орк, такой вот он прям младший брат, назовем его так, вот. И что еще у нас с вами осталось? Хард-арена, ну, кстати, может быть, потому что, опять же, вот, ориентируясь на проникающий урон, как будто бы его стихия, то есть он будет всех цеплять, будет во всех попадать, у него вот это все будет проходить, и должно будет, все должны будут пострадать. Ну, здорово, здорово. Мне кажется, герой получился интересный, похож он на Сина чем-то, вот напоминает вот эти вот, много маленьких серых штучек летает, и здесь то же самое. Ну, тут не знаю, но урон сейчас посмотрим, будет у нас в этом толк или не будет, есть ли смысл. Так, ну и что тут у нас? Новое достижение. Господи, как же это мне уже надоело, вот это новое достижение. Я думаю, надоело оно всем. Что у нас здесь? Наибольший показатель по урону нанесло основное оружие. Ну, еще если 2 биллиончика прибавить, то еще больше будет, потому что Эва у нас запустилась. Вот. А урон в секунду у нас чуть-чуть опередил шипастый бур. Ну вот как есть, так есть. Ну, если бы мы с вами бур не взяли, то он был бы на первом месте, это прям однозначно. Так, ну что, познакомились, посмотрели, пощупали, потрогали. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Всем пока-пока. До новых встреч.